Приветствую всех на канале. Пришла мне идея сделать вот такую футболочку по аниме Атака Титанов. Я ее уже замоделила на компьютере, чтобы видеть конечный результат. И теперь буду расписывать в жизни. Нам нужен вот такой вот листочек. Я два скотчем соединила, потому что одного мало. Вот. И, естественно, футболка. Так как футболка черная, и нарисовать вот такие вот мелкие линии, которые здесь будут довольно проблематично мылом, а маркера у меня нет по ткани, то будем сперва рисовать вот здесь, потом с этого переносить на вот это. Все, уйди с кадра. Прежде чем наносить рисунок на ткань, ее надо погладить утюгом и обязательно пройтись валиком. Особенно при условии, если у вас живут домашние животные. Так, и теперь мы переворачиваем наш рисунок другой стороной. Берем мыло. Лучше взять обычное, но у меня не оказалось. И у меня вот такое вот кремовое. И теперь нам надо натереть всю эту бумагу мылом. Просто берем и вот так вот натираем. Я уже натерла мылом листочек. Конечно, если бы у вас было цветное мыло, было бы легче. Тогда было бы видно, где мыло натерлось, а где нет. Ну, в общем, маємо, що маємо. Теперь нам нужно развернуть нашу футболку, взять наш рисунок, положить ее ровно так, как мы хотим, чтобы этот рисунок выглядел. Вот оно, мыло наше упало. Ой, напусорила. Кладем наш рисунок так, как он должен быть. И теперь тем же карандашом или ручкой мы просто будем обводить по контуру. Все это уже на нашей футболке. Я возьму обычную ручку, чтобы видеть, где я уже прошлась, а где нет. И начнем, пожалуй, с самого основного, с лица. Сильно не давите, потому что можно прорезать бумагу. Я уже обвела основные элементы. И теперь смотрим, что у нас получилось. Конечно, можно было бы получить намного лучший результат. Ляв, не иди сюда. Но, Малява. Но за неимением нормального мыла, как я уже сказала, у меня было кремовое, то лучше не получится, увы. Но, тем не менее, рисунок очерчен. Можно уже понимать, где что. Для работы вам понадобятся краски по ткани. У меня от бренда Арктика синтетические кисти, шпателек, чтобы набирать краску и смешивать. У меня это просто палочка от мороженого. Также какой-то планшетик, чтобы смешивать краски, и водичка.
Чтобы получить коричневый оттенок, если у вас его нет, мы смешиваем желтую, красную и синюю краску в пропорциях 1 к 1 примерно, либо еще немножко меньше. Если вам нужен более красноватый оттенок или более холодный оттенок, в общем, играйтесь, чтобы получить нужный коричневый. Чтобы краска случайно не прошла через ткань и не испачкала внутреннюю сторону футболки, подложите картон, который имеет глянцевое заламинированное покрытие, чтобы он не размокал под краской и потом его было легко удалить от ткани, если он прилипнет. Так уже начинается подмалевок. Смешала черную и белую краску, чтобы получить темно-серый, который вот так вот выглядит на черной футболке. А еще оказалось, что даже моя самая тонкая кисть, она очень толстая, и поэтому мне придется здесь закрасить черным все и по-новому нарисовать лицо, так как у меня нет места нарисовать вот эту бороду и вот это вот лоб. Вот как-то так. Поэтому я решила перейти на низ, дорисовать вот это вот все контурами и потом уже детализировать рисунок по новой. Мой лучший помощник. К сожалению, на данный момент у меня нет никакого штатива, который я могла бы использовать, чтобы показать вам весь процесс рисования. Но в принципе по этим небольшим нарезкам все понятно. И видно даже мои ошибки, где я делала, кто внимательный. Иногда мне приходилось что-то перерисовывать, подрисовывать, дорисовывать. Но конечный результат оказался просто вау. Вот уже готовый результат футболки. Получилось очень трудоемко, очень затратно по времени и по силам. Но результат того стоит. Она не отличается от того, что я вам показывала в компьютере. И тот, кому она предназначается, безумно доволен будет, я надеюсь. Вот. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вы тоже, как и я, не будете бояться делать сложные работы. Всем успехов!